В этом видео будет показано, как при помощи 3D принтера собрать вот такой фитосветильник. Его можно использовать для выращивания рассады или в пасмурный день для вазонов. В общем, применение в хозяйстве найдется. Приятного просмотра. Привет, друзья! Есть у меня вот такая штука. Когда-то это было гибкое крепление для телефона. Вот этой частью крепится за стол. С этой стороны было крепление типа крокодил, которое держало телефон. Честно говоря, штука ужасная. Оно постоянно вибрирует. То есть точка крепления только одна, и вот это все это вот так играет. И получается фокусировка теряется, в общем неудобно. Но на счастье поломалось вот здесь крепление, и я перестал снимать на нее свои видео. Первые несколько десятков видео я снимал при помощи вот этого горечка. Сегодня пришла его пора. Лежала она несколько лет на балконе, жаль было выбросить. Добавлю к нему вот такие штуки. Это LED-лента фито. Значит, выглядит он вот так. Здесь еще алюминиевое крепление. Будет все это размещаться в лотке, а сверху будет рассеиватель. Отрежу нужной длины, сантиметров 25-30. Это будет светильник для выращивания рассады. Хочу, чтобы вот кусок вот этого лотка крепился вот с этой стороны гибкой держалки. То есть какое-то устройство надо здесь разработать, чтобы все это держалось. То есть здесь будет отрезано нужной длины. Потом здесь какой-то, скажем, переходник какой-то, который с одной стороны будет держать вот эту штуку, а с другой стороны будет придерживать сам лоток со светильником, с лентой. Определенно нам поможет 3D принтер. В OpenSCAD была разработана вот такая модель. Значит, вот эта часть предназначена для гибкого держателя телефона. Вот видите, вот этот набалдашник. А вот здесь будет крепиться профиль. И вот так это все выглядит. Если все это перевернуть, то станет понятно, почему я его назвал Скорпион. Вот этот вот вырез сделан для того, чтобы еще больше охлаждать профиль. Потому что профиль сильно греется, он греется настолько сильно, что решил уменьшить напряжение с 12 до 9 вольт. И тогда профиль греется терпимо. Потому что в противном случае он, наверное, бы расплавил эту конструкцию. Здесь есть параметры. Старался использовать понятные имена. Можете поиграться с ними, посмотреть, что будет здесь изменяться и настроить под свои нужды. Если вам, например, не надо вот этот шарик, то можете уменьшить здесь до единички. И получится вот этого набалдашника не будет. Подбираем свои параметры, либо используем по умолчанию и печатаем. Печаталось все чуть более 2 часов. Как видите, поддержки не требуется, так и было задумано. Это экономит время и пластик. Ссылки на STL и OpenSCAD модели будут в описании под видео. А тем временем, пока деталь печатается, займемся профилем и лентой. 1 метр ленты потребляет Вт 18. Нам надо полметра, чтобы было около 9 Вт. Отмеряем, отрезаем, убираем заусеницы напильником. Профиль отмеряем по длине ленты и отрезаем. Равняем, опиливаем напильником. Теперь надо приклеить ленту к профилю. Для начала протираем поверхности спиртом. Ленту к радиатору приклеиваем при помощи специального теплопроводного клея. Размазываем тонким равномерным слоем по одной из поверхностей. И аккуратно прикладываем ленту к профилю. Вытираем остатки клея туалетной бумагой и оставляем все это высыхать. Схватывается она минут за 10, а высыхает еще дольше. Оставим на сутки, пусть хорошенько все просохнет. Теперь закрепим рассеятель. И отрежем его по размеру профиля. В одном из напечатанных LED колпачков сверлим отверстие под проводам сверлом на 1,5 мм. Ссылка на видео будет справа сверху, а ссылку на настраиваемую модель колпачков смотрите в описании. Переходим к пайке. Для начала снимаем рассеиватель.
Залуживаем провода. Припаиваем. И температуру надо поставить побольше, потому что вот это радиатор. Там где-то градусов 350. Теперь проверим. Для проверки подключим блок питания на 12 вольт. Ну все, значит, провода работают. Включаем блок питания. Просверленный колпачок. Будет он с этой стороны. Для того, чтобы не вырывалось здесь, надо сделать узелки. Надо затягивать, надо не напрягать, так сказать, пайку, чтобы она не отвалилась. И надо было сначала завязать узелки, а потом уже паять, а не наоборот. Ничего, я сейчас еще раз пропаяю, чтобы уж наверняка. Завел вот такие два узелка. Прогреваем пайку, чтобы все микротрещины у нас убрались. Окей. Будет вот так вот. То есть вот немножко болтается. Здесь такая петелька, чтобы ничего не было. А вот здесь вот узелок, чтобы не проваливалось. И все нормально. По-моему, даже клеить не надо. Не вижу смысла. Обычно я стараюсь использовать детали старые, но в этом случае пришлось купить, потому что у меня не нашлось разъема вот такого типа. Ну ты смотри. Сразу угадал. Так, это значит... Ага, значит минус сверху плюс вот здесь. Окей, то есть здесь минус, здесь плюс. Зачищаем. Уже лудим. Припаиваем. Так, а теперь надо температуру увеличить. Опять на 350. Потому что деталь массивная. Надо ее прогреть. Минус, теперь плюс. Да, паять горячо, но крокодила доставать лень. Поэтому будем печь пальцы. Подключаем блок питания. О, горит. Горит, сияет. Ну, все. Можно собирать. Для начала вот эта середина. Несем центровочную риску вот здесь. Это нам понадобится при сборке. Рассеиватель. Самый приятный момент — это снимание пленочки защитной. Защелкиваем. Честно говоря, небольшой специалист. Отец защелкивал их очень быстро. Но я не электрик. Так. Все. Он насаживается плотно. Размер я подобрал. Так что никакого клея не надо. Хотел подклеить, но нормально. Тем более здесь щели никакого не будет. Просто чтобы глаза не выжигало светом сбоку. Здесь аналогично. Колпачок. Со всей дури насаживаем. Все. Во, все готово. Так, не смотрим и врубим 12. Давайте. Где мои 12 вольт на большом корректном? Или нет, он пилосоский. Ну ладно. Так, 12 вольт. Ага, точно 12. Угу, да. Жжет где-то вот так. Но, честно говоря, оно не передает все оттенки. Включаем. То есть ничего не поломали. Окей, идем дальше. Итак, у нас есть светящая часть, которая закреплена на таком профиле. Есть 3D печатный вот такой переходник. Прям соль всей этой конструкции. И есть вот эта такая штука для съемки. Держатель. Предлагаю все это собрать. Собирается все это при помощи стяжек. Для начала закрепим вот этот переходник на стойке.
Угу. Тянулось. Нормально. Следующее. Окей. И третье для устойчивости большей. Давайте затянем его с другой стороны, чтобы было распределение нагрузок. То есть с вот этой. Две с одной стороны и одна с другой стороны. Вот. С трудом проворачивается, что нам не надо. Отрезаем все лишнее, сказал хирург. Закрепляем сам профиль. Значит, надо совместить здесь центр с центром. Вот центр я отметил. Это центр вот этого профиля. Тут покрашенный часто будет внутрь, так что это будет не критично. Честно говоря, его можно даже было бы не центровать, но как-то неаккуратненько, что ли. Во. То есть оно по центру. Переворачиваем. Да, тут еще такая штука, что стяжка вот эта будет держать вместе разъем питания. В следующих версиях здесь что-то напечатаю для того, чтобы вот этот разъем можно было бы просто вкрутить и все. Но пока что будет так. То есть просто ложим и стяжкой притягиваем. Да, рвать это никто не будет. Так что усилия здесь особенно не требуется. Будет оно стоять как миленькое. Откусываем. Улетело. И следующий. Так, надо ее притянуть, чтобы он был ближе. Вот так, чтобы не, скажем, не портил вид от всего устройства. Во! Все. Вот по сути все собрано. Вот так выглядит вся эта конструкция. Чем-то она напоминает скорпион, поэтому назову вот эту деталь скорпион, переходник. Значит, вот здесь крепится на стол или стул, или подоконник. Здесь светильник светодиодный. Все вот так вот. Сейчас все это проверим. Да, оно такое габаритное, что пришлось показать даже стол, на котором все это находится. Для примера покажу на табуретке. Прозрачные колпачки оказались не очень. Да, с одной стороны они не пропускают свет, а с другой стороны они бьют в глаза. Смотрите, они режут даже через телефон. Вот этот и вот этот. Перепечатаю с непрозрачного пластика их. И вот так все это выглядит. Вот блок питания, вот стойка. Значит, сам светильник на профиле. Колпачки перепечатал, видите, в глаза они больше не бьют. Здесь, если хочется, можно кабель закрепить при помощи стяжки вот здесь. Всем спасибо за внимание, творческих успехов, мира и будем живы до следующих выпусков. Пока-пока.